Всем доброго времени. Сегодня у нас в гостях небезызвестная в узких кругах, но и в широких кругах также Кети Лешкашели, воительница Украины грузинская. Мадлоб Ром Мохведич Чвентан. Мы перейдем на русский, чтобы нас и в Украине, собственно говоря, понимали. Большое тебе спасибо, что пришла. Вот. Собственно, первый вопрос. Да. Колас Могилмовит, я тоже перейду на русский, потому что, ну, к сожалению, я пока что не говорю на украинском, так что придется говорить на кацапском. Картулевский, да, мы дадим опитух. Что ж, первый вопрос, который я бы хотел тебе задать, это на самом деле очень простое. Просто расскажи о себе, потому что ты стала известна, в частности, благодаря своему Инстаграму и другим социальным сетям, ТикТоку. Очень интересный, на самом деле, контент выкладываешь, на который огромное количество людей производит это впечатление. И, собственно говоря, любопытно просто очень многим, кем ты была до войны, чем ты занималась до войны и так далее. Ну, меня зовут Кэти, как всем известно, мне уже 28. Я родилась в России, в частности, в Астрахани. И до 11 лет я жила там. Я по национальности грузинка, я вернулась с семьей в Грузию, там окончила школу, потом поступила в медицинский университет, окончила медицинский университет, потом пошла на магистратуру. И что еще можно было про меня-то? Ничего такого. В жизни до войны я просто работала врачом по своей профессии. До 24 февраля я работала в Берлине, ковид-клинике. Как вы знаете, до войны ковид бушевал просто, и у меня был свой фронт отдельно. Так что просто жила своей жизнью, ничего такого. Так, в таком случае мне на самом деле интересно будет спросить, как тогда ты встретила 24 февраля, вот в тот момент, когда стало понятно, что россияне вводят войска и в очередной раз нападают? Ну, когда уже началась полномасштабная война, да, 24 февраля. Если честно, 23 февраля у меня была смена в клинике, я вышла из смены, и я просто спала. И утром просыпаюсь, беру телефон, ну, как всегда это. Открываю там на Фейсбуке, в Инстаграме, везде. До этого было известно, что Россия собирается напасть на Украину, но почему-то все знали, что это должно было произойти 17-го. И раз 17-го это не произошло, уже, ну, я уже думала, что такого не будет. И беру я телефон в руки, открываю, там уже кадры, там уже бомбят, уже несколько часов, там люди погибают, дети, там женщины, остальное. И просто сидя в Берлине, я просто просыпаюсь, и все, меня переклинило. Типа, я еду, я должна туда поехать. Это, я не знаю, для этой миссии я готовилась в жизни или нет, но у меня не было такого момента, чтобы я сидела и думала, надо ли ехать. У меня был просто момент, все, надо ехать. Продолжая разговор, Кети, мне очень интересно тебя спросить, вообще легко ли тебе далось решение отправиться на фронт? Ты сказала уже, что ты сразу мгновенно приняла решение, но было ли оно легким или ты как-то переживала? Вот любопытно послушать твои мысли на этот счет. Да, это было очень легко, потому что я знала, на что я иду, я была физически, психологически ко всему готова, но это нелегко далось моим родителям и моей семье в общем. Когда я сказала уже 24 февраля моим родителям и брату и остальным, что я еду в Украину, конечно, там начались истерики, то-то, то-то, но, если честно, переубедить меня было невозможно, я даже была готова что-то там обмануть, я не знаю, в Польшу еду, куда-то еду, но я была 100% уверена, что я приеду в Украину. Ну, как оказалось, мои родители приняли, потому что я им сказала, что изначально я буду во Львове. Просто буду проходить курсы и буду там волонтерить. Но все пошло, поехало по-другому как бы. Решение я приняла быстро, решение приняла окончательно, я была готова. И я еще повторяюсь, я и физически, и психологически была готова.
И с Берлина я попыталась сразу поехать в Украину, но как у меня не было, ну, я бы не была полностью подготовлена, ну, я имею там экипировка и остальное, я поехала сначала в Грузию, прилетела, там закупилась всеми повсюду. Я вообще не знала, куда еду, если честно. Я просто ехала в Украину. Я не знала, кому, зачем, почему. Я просто туда ехала. Я понимала, что когда пересеку границу, там что-то будет, но я не знала, что будет. Я поехала в Грузию, там закупилась, и через Польшу, там у меня был самолет Грузия, Польша, Германия, нет, Германия, Польша, и потом из Польши я уже на машине доехала до границы Украины. И это было очень смешно, когда я проходила паспорт-контроль на границе. Это ну, война новая началась, там все тщательно проверяли. У меня в паспорте написано, типа, ну, у меня грузинский паспорт, но там написано место рождения Россия. И я прохожу паспорт-контроль, они видят, и все, останавливают меня. Типа, русская едет. Я не русская, я грузинка. И все, меня начали допрашивать там 3 часа, зачем ты туда едешь, кому едешь. И, кстати, мне помог наш волонтер, небезызвестный человек, его зовут Доминик Манко, наверное, вы его тоже знаете. Я была уже по дороге к границе, когда я дозвонилась до него и сказала, что я еду. Я знала, что он в грузинском легионе. И он сказал, давай, если перейдешь границу, то давай к нам. Типа. И 3 часа меня допрашивали и даже говорили, ты можешь там умереть, ты это сделаешь, ты то сделал. Но я еще раз повторю, я была психологически ко всему готова, и меня через 3 часа пропустили. И просто стою, я уже перешла границу Украины, стою, думаю, куда я еду? Зачем я сюда приехала? Я не знала, ну, что делать. Потом я уже дозвонилась командира грузинского легиона Мамуки, и он, конечно же, принял меня, и я поехала туда, и уже прошла там уже курсы полевой медицины, стрельбы и остальное, ну, тренировки. Смотри, мне любопытно следующее. Когда ты приехала, ты сказала, что ты связалась с грузинским легионом, но, насколько я знаю, ты сейчас находишься не в составе грузинского легиона, а в составе интернационального легиона. Да, совершенно правда. А есть какая-то процедура специальная отбора именно в грузинский легион? То есть почему ты не попала именно туда? Вот мне просто это любопытно. Нет, вы неправильно все знаете. Я была в грузинском легионе. Изначально, когда я хотела поехать в Украину, я из Грузии, по-моему, или из Германии, я точно не помню, я позвонила в грузинский легион, они отказали мне, потому что у меня не было военного опыта. А потом, когда я перешла уже границу, они меня приняли. Я была в грузинском легионе примерно, я была примерно в легионе там 2-3 месяца. Ну, приняли нормально, но потом я уже перешла в другую группу. Понятно. Но мы так, я еще раз упоминаю, это почти каждый стрим об этом говорю, что да, мы выражаем самую широкую поддержку грузинскому легиону, считаем, что именно вокруг этих людей должна выстраиваться в том числе и политическая конъюнктура в Грузии. Продолжим тогда нашу беседу. Вот ты попала в Украину, но вот, собственно, пошел контент, грубо говоря, в Инстаграме, в ТикТоке. Контент крайне интересный, скажем так. Твои родители, они это заметили сразу? И если да, то какая у них была реакция? Да, заметили, конечно же, заметили. Мои родители подписаны на меня, но есть один но. Я заблокировала их в ТикТоке, чтобы они прям такие не видели, что прям такие. Ну, я точно знаю, что моя мама сейчас это не смотрит, и вообще мои родители. Если честно, они до сих пор не знают, где я нахожусь, они другое вообще думают, и это правильно, я считаю, это хорошо, чтобы они не волновались, не беспокоились. И надеюсь, кто смотрит сейчас, никто им не скажет. Очень вас прошу. Да, призываем к порядочности людей. Они нормально относятся к тому, что я помогаю, как бы волонтерю и тренирую по полевой медицине первой помощи солдат, но они сами не подозревают, где я нахожусь и что я делаю. Скажи тогда, пожалуйста, в целом это просто довольно популярная мысль, в целом тут тебя обсуждают очень много, и твои посты обсуждают.
И, собственно, вот в целом существуют люди, которые, ну, полагают, что, скажем так, женщинам не место в армии, на войне и так далее и тому подобное. Вот ты своим примером, в общем-то, доказываешь обратное совершенно. У нас вроде как там есть пример армии Израиля, в которой там женщины совершенно спокойно служат и так далее. И вот мне интересно тебя спросить, почему вот с твоей точки зрения в обществе вообще бытует такое мнение о том, что вот женщине не место на фронте, так Ну, сказать? знаете, я уже 11 месяцев как бы тут, и я до сих пор это встречаю. Я уже там по локоть в крови, я не знаю, я там 2 дня не спала, не ела, ничего, и до сих кто-то приходит, мне такой диванный критик и говорит: знаешь, девушкам не место на войне. И говорю: ты что? Ты что говоришь? Это я не знаю, как это объяснить на русском. Само вот это выражение и миф об этом придумали, я думаю, сами женщины, потому что им выгодно и комфортно так, чтобы мужчины представляли. А мужики просто, я не знаю, если честно, выносливость у женщин больше, чем у мужчин. По болевому пороку, по голоданию, по, ну, остальным этим. Но в физическом плане, конечно же, бывают от мужчины, если там тяжести переносить и остальное. Так что надеюсь, я этот миф разрушу. Если кто-то там в истории немножко шарит, они должны знать одну украинку, она, ну, она снайперша, Людмила Павличенко. Она этим своим деянием доказала, что женщины все могут. Все могут, то есть. И в Израиле, это не только в Израиле, вот в Израиле девушки защищают даже одну сторону границу между Египтом и Израилем, только отстоят девушки. Также в Европе служат девушки нормально, в Америке служат. Так что это просто миф. Просто миф. Ну, да, здесь тяжело не согласиться. Я думаю, что никто не вправе указывать человеку, защищать ему свою родину или свою малую родину или союзников каких-то, если он этого хочет. То Ну, есть, с моей точки зрения, конечно же, да. По распространенной информации, девушка должна сидеть дома, готовить и рожать детей. Да, все женщины, не все женщины хотят рожать детей. Конечно, у меня будут дети. Я не free child, я нормальная. Но я хочу, чтобы мои дети росли в свободной стране и без оккупантов. Я не хочу, чтобы они видели, что такое война, и я не хочу, чтобы они видели, что такое кровь. Ну, если там в футбол будут играть и упадут, нормально. Я не хочу вот это, чтобы они родились в таком состоянии мира, на котором мир сейчас находится, и что из себя представляет Россия. И если Россию тут не остановить, она и дойдет и до Грузии, и остальном. Она уже дошла в 2008 и до 2008, там, 93-м. У нас 20% оккупировано, а осталось там 80%. Если тут Россия победит, конечно же, эти 80% он запросто возьмет. Так что лучше их остановить тут, чтобы мои дети и дети всех девушек и всех людей росли в свободной стране от оккупантов. Тут вполне исчерпывающий ответ, я думаю. Скажи, пожалуйста, а ты сталкиваешься в целом вот с какими-то проблемами на войне и на фронте? Может быть, вот у тебя есть побратимы, есть товарищи боевые. Вот сталкиваешься ли ты вообще в целом с какими-то проблемами на фронте, исходя из того, что ты девушка, собственно говоря? Если честно, последнее время я вообще не сталкивалась там несколько месяцев, но изначально, да, я сталкивалась с проблемами из-за того, что я девушка, меня не пускали на фронт. Просто не пускали, потому что, да, защищали там, думали, что не смогу, я не психологически не смогу. Они думали, что я там пойду, у меня будет ступор, там, паника, истерика. Меня тупо не пускали туда. Ну, я Но паники не было, как я понимаю. конечно, не было никакой паники, и этот стереотип, я надеюсь, у них в голове разрушила. Даже вот один мой друг, он, кстати, грузин, я просто не буду его имя, фамилию говорить. Он мне сказал: ты должна там делать хинкали, а не быть тут. До сих пор это припоминаю, когда да хватит тебя войны. Он уже уехал, кстати. Он говорит: хватит тебя войны, давай возвращайся, да, не надо. Я говорю: ага, я доказала тебе, что я только не хинкали могу готовить. Я доказала. Да, это чистая правда. Грузинские женщины не только хинкали могут готовить, и вот Кети это явные доказательства тому. Собственно, Грузинки всегда воевали, всегда. Когда, вот, например, я расскажу маленькую историю, если это вообще будет интересно. Моя мама из
маленького села, которое находится в Кахете, называется Алвани, Квему Алвани. Это тушетинский народ, который такой гордый горный народ. И когда у них были села только в горах, тогда мужчины там, я не знаю, там на пастбище уезжали, там на войну уходили. И если кто-то нападал, воевали женщины. Так что это у меня в крови. Скажи, пожалуйста, я хотел бы, да, перейти непосредственно сразу к войне, мне любопытно, и думаю, нашим зрителям тоже. Кстати, я нашим зрителям напоминаю, что вы можете задавать вопросы, мы в конце стрима их обязательно зачитаем. Естественно, я буду зачитывать только интересные вопросы, поэтому это учтите тоже. Так вот, касательно войны, какой для тебя был самый страшный момент за эту войну? И испытываешь ли ты вообще страх, на самом деле, на этой войне? Это тоже любопытно. Да, страх я испытываю, и все нормальные, адекватные люди испытывают страх. Если его нету, то уже надо в психушку ложиться, если честно, это так и есть. И самый страшный момент, я не знаю, было очень много страшных моментов, но вот сейчас я вспомнила один, когда я понимаю, что я на нуле, а там за 300 метров там у нас русские кацапы стоят, а позади у нас руины, просто руины. Там была ночь, очень холодно было, прям очень холодно. И я просто понимала, что до цивилизации, если доехать, там 30 минут надо. А я стою, будто я чувствовала себя как, я не знаю, как на другой планете. На нас работала артиллерия, ну, грады, там, минометы, савушки, танки. Все доработало в одно время. И еще я услышала, что летели вертолеты. Изначально я не понимала, что это русские, потому что там наши вертолеты тоже работали. Я сначала думала, что это наши вертолеты, и посмотрела вверх, и была такая ночь, прям красная большая луна в Украине. Если кто был, знают, что тут очень большая луна, не то, что там в Грузии. Светлая ночь была, и вижу, что это кацапский вертолет, и думаешь, все, сейчас мне уже кранты, все, сейчас уже меня не будет. И там была такая маленький подвал, ну, там реально были руины, ну, спрятаться вообще нигде невозможно. Если даже там спрячешься от вертолета, ну, удара вертолета, ты не спрячешься. И был такой маленький подвал, примерно 2 на 2, если честно. И тут человек, ну, плюс я. Вот этот момент был самый страшный для меня, если честно. Вот, против артиллерии ты ничего не можешь. Там, ну ладно, там русские пойдут, пехота пойдет, ты что-то хотя бы сможешь сделать, ну, если что. А против них ты ничего не сможешь. Вот это было страшно, честно. Я думала, что вот этот день я никогда не переживу. А второй такой страшный день, это уже была, когда у меня на руках умер первый раненый. Ему было 21, и он истекал кровью, я его просто перевозила, ну, у него ноги были перебиты вообще в хлам, там турникеты, все, но я не могла остановить кровь, как потом выяснилось, у него был диабет, и ему было 21. И я его спрашиваю, я пытаюсь вывести, чтобы он сознание не потерял, потому что он спать хотел уже. Я говорю, ну, у тебя семья есть, у тебя это есть. Он говорит, что у меня есть девушка, он показывает фото, ну, на телефон, дает телефон, а там было на заставке фото девушки с ним, и дает бумажку, такой номер был написан, позвоните. А я, ну, там связи нет, кому позвонить, и как мы доехали до госпиталя, он вырубился. Честно, я столько раненых перевозила, но это засело у меня в голове, пожалуйста, живи, живи, живи. Но нет. Да, на самом деле война постоянно рождает вот такие вот довольно печальные, трогательные истории. Ну, в целом, на самом деле, ты упомянула о том, что нельзя спрятаться от авиации и так далее. Вообще на этой войне стало таким, ну, не то чтобы откровением, но в целом об этом очень много людей говорило, и в том числе и некоторые бойцы Азов об этом говорили в интервью, потому что мы сами понимаем, что там штурм Азовстали, он осуществлялся, как говорил боец с позывным «Вишня», с помощью читов, то есть авиация. И вот скажи, чувствуется, что не хватает вот этой поддержки с воздуха на фронте, что количественно в воздухе русские превосходят, и из-за этого сложнее воевать? Или
все-таки это не так замечается конкретно на том участке, на котором ты воюешь? Ну, сказать честно, я работала на всех участках, фронта, на всех, где, ну, кроме Мариуполя я там не была, но первая стычка с авиацией, там, с вертолетами у меня была только одна ситуация, а в других ситуациях я их просто не видела. Знаешь, вот сами русские боятся перелетать ту границу Украины, потому что украинцы просто могут снять их вертолеты, потому что они максимально пытаются не заходить вертолетами на нашу территорию, но это был единственный случай, когда мне реально страшно было, и они залетели. Прошу режиссера вывести на экран одно фото, связанное с твоим, опять же, Инстаграмом. Ты там стоишь рядом с россиянским оккупантом, уже, я так понимаю, взятым в плен. Вот, очень интересное фото такое, то есть оно тоже разбежалось, так сказать, в интернетах. Вот, и, собственно, любопытно задать вопрос, как оккупанты ведут себя в плену, что они говорят, как они оправдываются, может быть, или есть ли те, кто проявляет какую-то отвагу, возможно, или как они вообще ведут себя? Так, начну сначала. Пленные сдаются тут, как у нас говорится, пачками. Есть мобики, которые не хотят просто воевать, и выходят, сдаются, с ними очень хорошо обращаются, их кормят, воду дают, сигареты дают. Это все нормально. Это не то, что русские берут наших пленных и там издеваются, бьют, убивают. Это у нас такого нету. А, когда, ну, если там вагнеровцев, я не знаю, кадыровцев или кого ты берешь в плен, ну, они пытаются изначально что-то из себя строить, но все там, я не хотел сюда ехать, я не знал, что тут происходит, и мы думали, что тут нацисты, там дезинформация, и мы просто задаем, вы тут Бандеру нашли? Говорит, нет, не нашли, у нас все там лгут, это делают, то делают. Когда их отпускают, уже меняют, а там они по-другому уже поют. Вот этому парню, который мы взяли в плен, он сам не сдался. Его взяли, реально взяли после захвата одного из населенных пунктов и освобождения от оккупантов. Он выжил, и его взяли. Ему было, если я, ну, есть он жив, если я не ошибаюсь, 23. Да, ему было, ну, ей 23. И, кстати, это было 5 ноября, когда его взяли в плен. И я его спрашиваю, когда ты приехал? Когда тебя мобилизировали? Он говорит, меня мобилизировали там в октябре какого-то числа, я точно не помню. А когда ты приехал? Он говорит, 2 ноября. 3 дня провоевал. Мгм. Любопытно. А как у них с обмундированием? Потому что очень многие говорят о том, что, значит, россиянцы приезжают с голой задницей на фронт. Вот, собственно, любопытно, насколько это соответствует действительности. Вот от тебя именно А, услышать, что ты очевидец. Смотря кто. Смотря кто. Есть элитные подразделения, как Вагнер, еще раз повторяюсь, кадыровцы, которые хорошо обмундированы, их нормальное оружие, даже такое оружие, что иногда, когда мы их в плен берем или оружие, там, трофеи, мы сами берем там маленькие штучки, чтобы к своим прицепить нормально, хорошие. И одежда у них нормальная, у них не это русский пиксель зеленый, а нормальная, хорошая, там, теплая, все хорошее. А вот бурята там, вот эти мобики, которые заходят, у них реально со Второй мировой войны, ну, прям пустили на мясо, честно. Ботинки, я не Мгм. дырявые, даже носков нету. Вот с мышами. Ну, короче, у них какая полный капец. Даже вот когда мы зашли в оккупированную территорию, я сейчас не буду уточнять, на которую, там были дома, у которых была буржуйка и даже генераторы. И там и остальное. Мгм. Ну, мы поняли, что там жили эти офицеры и остальные. А в других местах, ну, рядом же, не буржуйки. В принципе, представьте, тут минус 15, минус 20 градусов, без обогревателя и без чего. Ну, представьте, каково это на улице жить. А остальные там без буржуйки, без всего. Вот офицеры нормально живут, там элитные подразделения нормально обмундированы, нормальное оружие. А вот мобики, бурята и вот такие люди нет. Их просто пускают для массы. Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул уже о ЧВК «Вагнер», о кадыровцах.
Смотри, что любопытно вот в этом аспекте. Я слышал, как уважаемый искренне мною Мамука Мамулашвили, командир, собственно говоря, грузинского легиона, упоминал о том, что кадыровцев, по крайней мере, грузинские легионеры в плен брать не собираются. Вот это все-таки следует этому правилу, если это не секретная информация, господин Мамулашвили, или все-таки приходится по Женевской конвенции, так сказать, жить? Давайте я буду говорить про Мамуку Мамлашвили. Он очень хороший человек, и я уважаю грузинский легион и Мамуку, но так как я сейчас не в грузинском легионе, я не буду обсуждать Мгм. его решения, его э, комментарии. Да. А касательно ЧВК «Вагнер» и вообще кадыровцев, которые, ну, так или иначе, ты упоминала, что они в плен просто попадаются. Ты сказала, что они там ведут себя чуть более раскованно, скажем так. Но в целом просто любопытно, может, было что-то интересное, что эти, с позволения сказать, люди вообще говорят и рассказывают в целом о себе? Если честно, они ничего такого не говорят. Вот вагнеровцы еще да, потому что изначально, когда вагнеровцы зашли, они были реально спецназом, который был обучен, там тренирован очень хорошо, владел тактикой, а сейчас они понабирали там зэков, которым по 15, по 20 лет светило в России, они им сказали, там 6 месяцев повоюешь, и все, тебе свобода, им просто нечего терять. А так, чтобы они так натренированные были, такого нет. На данный момент, изначально, да, так было. А у кадыровцев, знаешь, я не имела такого контакта с пленными кадыровцами, я слышала, я просто передаю, что я слышала. Ну, более такие они, короче, Духовитые. да, не плаксы, как остальные, будем так. Но не Мгм. все же, у всех хорошие, у всех есть плохие, у всех есть сыкуны, и у всех есть такие. Ну, в большинстве. Да. В таком случае я бы хотел еще один такой вопрос задать. Он на самом деле очень важный с моей точки зрения, потому что я всегда говорил о том, что чем меньше грузин, тем меньше Грузии, чем меньше украинцев, тем меньше Украины. И для меня вот этот вопрос, он существенный. Скажи, пожалуйста, попадались ли тебе в плену, ну, не в том смысле, в плен попадались ли россиянцы, которые этнически являются грузинами? Нет, я такого не встречала, я такого не видела, но я не знаю, насколько это правда. Я в Телеграме увидела, что погиб какой-то грузин, который воевал на стороне России. И, если честно, мне было его вообще не жаль. И даже бы, если я встретила его, и я бы узнала, что он грузин, я была бы первая, поверьте. Да, именно поэтому я призываю всех, кто грузин находится на территории Российской Федерации, если даже у вас нет возможности покинуть эту страну, то в любом случае до последнего У всех есть, избегайте у того, к всех есть чему... возможность. А у всех есть, даже президент Зеленский сказал, кто хочет сдаться, и они просто не могут уйти от мобилизации, они могут приехать, сдать оружие и сдаться. Никто с ними плохо обращаться не будет, их будут кормить, и даже никто не скажет, что они сами сдались. Они, все, ну, по документам все будет написано, что они были взяты в плен при бою. Ну, так или иначе, я обязан призвать грузин, чтобы не превращаться просто в орков и не воевать за врага, потому что это, ну, просто называется предательство, и не нужно воевать для Грузии, Россия враг, так же, как и для Украины. Я еще раз А, скажу. Тут вам не рай. Вот кто собирается ехать в Украину, я просто объясню. Кто воюет на стороне русских. Тут не рай, и максимум, что тут кацапы живут, это месяц-два, никто не доживает. Они просто, но их просто много массой, но они не живучие тут. Так что знаете, вы куда идете, это не рай. Добро пожаловать в ад. да, это правильно, это точные слова. Скажи, пожалуйста, так или иначе, любая война, она заканчивается рано или поздно. Безусловно, мы ждем лишь победы от Украины, ждем, на самом деле, полного разгрома Российской Федерации.
Но мне вот любопытно, что ты делаешь первым делом после того, как получится прогнать оккупантов, когда попадешь домой? Какое будет твое вот первое действие? Честно, первое действие, я не смотри, день рождения, там, Новый год, все это было у меня тут, на поле боя. Когда, война закончится с победой, конечно, я первая выйду на парад и потом вернусь в Грузию, увижусь со всеми своими родственниками, там, я не знаю, с друзьями и хорошенько отмечу. А потом уже все как в своих руслах: работа, жизнь, друзья, там, я не Мгм. путешествия, как у меня было до этого. Я просто не собираюсь, вот мне 28 сейчас, и до конца моей, если я доживу, и дай бог, что я доживу, я не собираюсь там оружие держать до конца моей жизни. Если понадобится, там, я не знаю, если какой-то еще идиот, Путин или будет другой, там нападет на Грузию или что-то такое, конечно, я возьму оружие в руки, конечно. Это даже не под вопросом, а так я не собираюсь никогда оружие в руки брать. Но вот я в таком случае, чтобы точно мы ответили на этот вопрос, задам его все-таки. Это для тебя последняя война или все-таки, если вот будет действительно вот такая вот вероятность, что Российская Федерация продолжит там свое существование в том виде, в котором она сейчас существует, и нападет на Грузию, на Украину, ну, неважно, там непонятно, как моча в голову людям бьет в руководстве Российской Федерации. Но так или иначе, если это случится, ты будешь готова вновь взять оружие Да, или нет? да, да, 100% да. Ну, это вполне исчерпывающий, да, ответ. Я Скажи, пожалуйста, а ты следишь за я сложа руки сидеть и посмотреть, как убивают, невинных жителей, детей, женщин, остальное. Я не смогу. какая позиция, допустим, у правящей партии грузинской по поводу войны в Украине и по поводу какое у них отношение к достойнейшим, с моей точки зрения, людям, которые защищают Украину со стороны Грузии? Да, я даже знаю, они собирались у нас отнять гражданство, они максимально против того, что мы тут воюем, и максимально поддерживают Российскую Федерацию. Ну, смотри, у нас не Беларусь, с моей точки зрения, потому что если они прямо это скажут, что поддерживаем Россию, люди их просто выкинут, ну, к чертовой матери, извините за слово. Они просто это не могут высказать, но они действиями это доказывают, что они поддерживают Российскую Федерацию. Смотри, я очень много следил в целом за деятельностью грузинских легионеров и продолжаю следить и поддерживать. У меня брат воюет в грузинском легионе. И мне, собственно, вот что любопытно. Только также в очередной раз вернусь вот к командиру Камаму Кимамулашвили. Он выступал на различных мероприятиях, где защищал честь Грузии и говорил о том, что правящая верхушка это, скажем так, ну, не прямо его цитирую, но так или иначе он упоминал о том, что это люди, которые ведут себя непорядочно, которые являются предателями и так далее и тому подобное. Как ты видишь, вот возможно ли вообще смена именно в политическом смысле, потому что граждане Грузии, безусловно, практически все с Украиной, поддерживают Украину. Возможно ли в ближайшем времени вообще изменение вот этой ситуации, что те люди, которые сейчас руководят Грузией и ведут себя таким образом, они вскоре управлять Грузией не будут? Конечно, конечно. Я не думаю, что они еще много там продержатся, судя по их поступкам, судя по их, э, никто их не уважает больше, никто их не любит. Я не знаю, если они будут поделывать выборы, э, будет то же самое, что в 2003. Они не засидятся там, потому что, они реально враги Грузии и враги народа. Они ничего хорошего не принесли и ничего хорошего не сделали. За столько лет, я не видела ничего. Вот я жила в Грузии, и я приезжала в Грузию. За столько лет я, честно, не видела, чтобы они хорошее что-то сделали, и их время, это сугубо мое мнение, их время уже пришло. Они уже доказали, что они ничего не могут, они уже доказали, что они поддерживают оккупантов, они уже доказали, что они против Грузии и истории Грузии. Они не уважают наших героев. Я не имею себя в виду или других, которые тут воюют. Я имею в виду тех героев, которые погибли в 2008, которые погибли при Абхазской войне, они их не уважают. А герои, которые тут погибли,
их фотографии просто убрали и не хотят их признавать как реальных героев. И как я могу после этого уважать чиновника, там, я не знаю, депутата, премьер-министра, кого угодно, как я могу уважать человека, который просто не любит Грузию, в тот же момент являясь правительством, не уважать такого. Они должны уйти, они уйдут. Вот и еще один аспект, я не так уж часто включаюсь в вот эти политические штучки, факт, что они убивают третьего президента. Реально, я не ошиблась, ничего, я прямо говорю, что они убивают нашего третьего президента Михаила Саакашвили. Я просто в шоке, когда увидела кадры в больнице, какого человека они поймали и плена, я не могу это по-другому назвать. После плена, как он выглядит, если честно, русские, которые берут украинцев в плен, они более хорошо выглядят, чем Саакашвили на данный момент. Так что если с ним что-то случится, я не думаю, что кто-то остановится или кто-то промолчит или что-то. Я думаю, что то же самое будет, что и было в 2003-м. Я не хочу это слово говорить, потому что это карается законом, и я точно знаю, что каждое мое слово приближает меня к тюрьме в Грузии, но мне уже неинтересно. Я за правду всегда, я не борюсь там за стол, я не борюсь за пьедестал, я не политическая личность вообще от слова совсем. Ну, я всегда за правду. Скажи, пожалуйста, я на самом деле согласен абсолютно со всем, что ты говоришь, но мне вот любопытно, мы видим, на что сейчас похож третий президент, что из него сделали, и он может умереть. Это реальность, с которой как бы приходится жить. И, соответственно, если он погибнет, я все-таки думаю, что какая-то часть значительных граждан, она будет возмущена этим очень сильно. И вот что любопытно, может быть, просто у тебя есть какие-то предположения, готовы ли конкретно бойцы грузинского легиона или непосредственно все грузины, которые сейчас воюют в Украине, грубо говоря, приехать на этот протест и бороться за будущее в Грузии уже внутри Грузии. Потому что я очень часто сталкивался с мнениями уже непосредственно грузинских легионеров, которые говорили о том, что после войны мы обязательно должны будем вернуться в Грузию и помогать своему народу, грубо говоря, призвать к ответственности вот этих людей, которые ведут себя так, как они ведут. Ну, я не скажу про всех, потому что я не говорю совсем про политику, но я скажу про множество и про себя само, что да, я сама приеду, и люди, которые поддерживают Мишу, до сих пор все приедут, и если его убьют, им хорошее ничего не светит. Я это даже написала на Фейсбуке, и если с ним что-то случится, я буду первая, которая возглавит. Я не знаю, людей, я не знаю, я честно не смогу сама остановиться, не то, что тут люди, бойцы, которые жили во время Саакашвили и живут сейчас, которые воевали в 2008-м, они знают, что было в Грузии в 2008-м, они, я не знаю, там села потеряли, там братьев потеряли, отцов потеряли, и кто-то выходит и говорит, что война начала, сами грузины говорят, что война начала Грузия, и Саакашвили виноват, короче. Да. И человек, который столько сделал для Грузии, практически построил Грузию, построил изначально, разные регионы, там Аджария, Кахетия, остальные. Кто сделал? Конечно, это же он сделал. Вот если сейчас могут люди поступать, эти студенты могут поступать там папиных денег там в университет, кто сделал? Конечно же, он сделал. Дороги все он сделал. И кто-то выходит мне и говорит, знаешь, что мы его поймали, потому что он Red Bull купил кому-то, и он растратил бюджет. Ну, это смешно. Конечно, за их действия будет плата. Да, это на самом деле вполне важное такое замечание. Но вот скажи, пожалуйста, в целом нет ощущения, что будто бы в Грузии, именно протесту в Грузии не хватает вот таких людей, собственно, как ты, как грузинские легионеры, которые готовы более истребиную риторику высказывать, которые
в целом являются достойнейшими, на самом деле, представителями грузинского общества. Я в целом всегда это говорю, что достойнейшие – это те, кого мы теряем в войнах, или те, кого мы можем потерять в войнах, люди, которые готовы отдавать свою жизнь за свой народ. Это те люди, которые точно никогда не продадут свою родину никому, потому что они жизнь свою готовы, собственно говоря, отдать, поэтому они идут на войну. И только вокруг таких людей стоит объединяться, к чему я, собственно говоря, и вот призываю постоянно, что объединяться нужно вокруг грузинского легиона и создавать политическую реальность вокруг этих людей. И, собственно говоря, нет ли у тебя ощущения, что этих людей не хватает конкретно внутри Грузии, что протест мирный, что он будто бы исчерпал себя, и что власть, если захочет, то она сделает то, что она сделала в ночь Гаврилова, когда стреляли резиновыми пулями, несмотря на то, что протестующих было довольно много? Я не могу сказать, что не хватает, может и есть, просто они чего-то боятся. Да, эти мирные протесты уже, знаешь, как переросло, как каждый день фильм смотреть для них. Все, что-то не понравилось, вышли люди, там порали, покричали, все, разбежались по домам. Если не разбежались, взяли там резиновые пули, в воду и разбросали все туда-сюда. Это для них уже привычно. Они реально ждут того. Я не говорю, да, да, не хватает вот этой жилки и не хватает реального лидера, который вот знаешь, что сейчас тебя поведу, и просто следуй за мной, я это сделаю с тобой. Я иду первым, и ты иди просто за мной. Вот такого реально не хватает. Я не про кого-то конкретно говорю. Просто вот эти мирные протесты, которые на данный момент еще раз происходят, там Фримиша, да, остальное, это для них уже ничего, это просто это происходит каждый день. А если бы вот люди реально встали, там, проявили силу бы, и даже если они их просто не выкинут, и просто бы сказали, знаешь что, если ты так-то не сделаешь, мы люди, не ты начальство на данный момент, ты нас контролируешь, а мы люди, как это сказать на русском, тобой контролируют. Люди и есть власть. Так, да. Скажи, пожалуйста, такой вот вопрос. Чувствуешь ли ты поддержку от грузинского населения, вот воюя сейчас в Грузии? Пишут ли тебе какие-нибудь добрые пожелания, желание вернуться поскорее, чтобы с тобой все было хорошо? Или, как правило, 90% это всякий троллинг и прочие вещи из интернета? Нет, кстати, вот это самое приятное, что каждый день, заходя на Facebook, там, на Instagram, и люди, там, 99,9, все поддерживают, все хорошие слова пишут, все там молятся за меня. Но есть некоторые люди там единичные, которые пишут, чтобы я сдохла тут и остальное. Мгм. Но ты, соответственно, я надеюсь, не отвечаешь им ничего. Не, такого я вообще не отвечаю. Просто обидно было в тот момент, когда все писали, я что-то записала там видео, я не помню, про Надырадзе и остальных, и там писали комментарии, что я тут из-за денег, я тут воюю, приехала из-за денег, я строю тут жизнь и остальное. А я скажу вам секрет, я сюда приехала в марте, и 7 месяцев реально я воевала, я была ранена, у меня была контузия, вообще без зарплаты, без ничего. И даже лечиться я ехала в Грузию. Мгм. Ну, в любом случае, я так или иначе должен сказать, что люди, которые предъявляют кому-то, особенно солдатам, за то, что у них есть жалование, хотя не у всех есть, но так или иначе есть жалование на войне, ну, это просто люди довольно странные и глупые, потому что жалование есть у всех солдат, как бы, и это, ну, как бы очень странная просто претензия какая-то, поэтому я на самом деле призываю таких людей сходить что-нибудь почитать, какую-нибудь книжку, может быть, про войну, вообще про устройство того, как вообще в армии происходят дела и так далее и тому подобное. На самом деле, Кетти, у меня по большей части вопросы к тебе закончились. Мне было бы интересно посмотреть, что зрители спрашивают. Вот, если ты не против, конечно. Нормально. Против, конечно. Так, Расим Караюсев нас спрашивает, значило. Интересно послушать о составе интернационального легиона. Какие нации там Это представлены? самый хороший Имеется в виду. вопрос, потому что тут реально весь мир, весь мир.
тут такие страны, даже которые я вообще не подозревала, что существует. А в географии у меня была десятка. Так что вот даже если выйдешь сейчас на улицу, вот ты услышишь языки всех стран. Даже Чили, Япония, Корея. Чили? Да. Аргентина, Бразилия, Франция, там, Литва, Латвия, Польша, Польша, и Англия, Америка, ну, со всего мира. Да, ну это замечательно, на самом деле, что такое Даже количество людей этнические поддерживает. русские есть. Да, мы слышали, кстати, про... Я не очень не уверен, что это вообще не миф, но, может быть, ты подтвердишь, что существует некий там даже отдельный легион, состоящий сугубо из русских, которые вот воюют за ВСУ, потому что это единственная возможность свергнуть Да, Путина, есть. собственно говоря. Регион называется «Свобода России». Она не триколор, а два колора. Синий-белый. Они воюют вместе с нами в самых горячих точках, и они очень хорошие чуваки. Мы даже говорим, у нас есть такой прикол. Есть два типа хороших русских. Это наши русские и под землей. Да, интересно. Зодиак задает вопрос. Кети, нет желания создать телеграм-канал с чатом, коммуницировать с вами напрямую в режиме онлайн, так сказать, было бы интересно, и вы, может, что-то интересное освещали бы. Был телеграм-канал, у меня был, но я удалила. Я не знаю почему. Просто, знаете, у меня удалили ТикТок. У меня было очень-очень много подписчиков, у меня какая-то депрессия началась, я все удалила, кроме Инстаграма. А сейчас, да, это хорошая идея, сделаю заново, конечно. Тогда задам вопрос. Алмаз Цужба спрашивает, будет ли считаться геноцидом зачистка пророссийского населения в Крыму? Да, это будет геноцид, конечно же. Я вообще против убийств. Я просто думаю, кто за Россию и кто про русских, просто езжайте туда и живите туда. Зачем там жить на какой-то территории чужой страны и поддерживать их? Езжайте в Россию. Угу. Выиграйте все. Димитриус спрашивает, часто ли принимали за русскую или украинку? Да, часто. Немножко странный вопрос, но часто. часто ли, видимо, принимали за русскую? Не то, что, за русскую еще нет, за украинку. Но все думают, что вообще я украинка, никто не думает, что я грузинка. Угу. Любопытно довольно-таки. Хотя, на самом деле, если честно, по тебе видно, что ты грузинка, но как бы Есть просто, видимо, не все... Да. Есть такой стереотип, знаешь, грузины смуглый народ с черными волосами. Все почему-то все так думают. И я встречалась часто с таким вопросом: вы едите свинину? Я говорю: я христианка, в смысле? Угу. Так, следующий вопрос. Какое отношение будет к русским здесь в ближайшие несколько лет? Здесь непонятно где, и, может быть, имеется в виду Крым. Не выдержал, уехал из страны, не доучившись, думаю... Понятно. Не выдержал, уехал из страны, не доучившись. Думаю, заканчивать вуз здесь. Но не знаю, появится ли угроза в моей жизни за это время. Ну, вы имеете в виду в Грузии, как будут обращаться с русскими, да? На самом деле тут из контекста не очень понятно. В Крыму, в Грузии или в Украине. То есть, какое отношение будет русским? Да. Я в общем скажу, к русским отношения еще много лет не будет хорошее, но это надо своими поступками доказывать, что вы хорошие люди. Вам сейчас надо в 100 раз больше делать, чем другим странам, чтобы что-то показать людям, что вы не оккупанты, вы не убийцы, и вы просто, знаете, вы заходите, я не конкретно его имею в виду, я русских имею в виду, они заходят в страну, они говорят, что ой, какие вы гостеприимные, едят с одного стола, там пьют одно вино, конкретно, я не знаю, всех облажают, то-то, то-то, но после несколько лет там проживут, а потом нас запрещают, нам не позволяют на русском говорить, и потом вот это и заварушка и начинается. Вам придется доказывать обратное еще много-много-много лет. Еще раз, Алмаз Цужба задает вопрос. То есть депортация – это не геноцид. Так, я на самом деле здесь
так сказать, сам отвечу на вопрос, который он, потому что у нас тут, видимо, абхазский наплыв идет в комментарии. Нет, депортация народов насильственная – это геноцид. Это то, что было, собственно, осуществлено над грузинским населением в Абхазии. И кому, как не тебе, об этом знать, Алмаз. Вот. И Кетти не призывает насильственно депортировать русских с Крыма. Этого Я просто не... людей, которые не хотят проукраинскую власть, пускай едут в Россию, и пускай у них будет русская власть. Я просто это имею в виду. Вот абхазцы. Абхазия – это испокон веков грузинская территория. Если вам не нравится жить в Грузии, пожалуйста, езжайте в Россию, а земля-то наша. Да, на самом деле это довольно вот странно. Вот, я не очень понимаю, что здесь странного, что здесь, так сказать, необычного. То есть, ну, если вы хотите жить в России, вы можете уехать жить в Россию, как бы, а не звать российские танки, которые будут сравнивать города с землей и убивать население. То есть то же самое касается населения русскоязычного или русского просто населения в Прибалтике и в других странах. То есть до 2014 года в том числе там, в Донецке люди жили замечательно, все помнят этот цветущий Донецк, но как бы и это самое русское население пользовалось благами, значит, которые украинское государство им давало, а потом, соответственно, что-то не так. Что-то пошло не так, и резко все стали недовольны, и, значит, нужно обязательно сравнивать теперь города с землей и, значит, поражать резко в правах людей, с которыми вы веками, в общем-то, жили бок о бок. Поэтому, да, здесь, конечно, очень странно. Повторюсь, да, согласен с мыслью Кетти, если вам что-то не нравится, вы можете уехать в Россию в любой момент. Так, ищем дальше вопросы. Вот, интересный вопрос задает Заза Чедлишвили. Надеюсь, правильно прочитал. Осетины и Апсу попадались в плену? Нет. Нет, не попадались. Просто была информация, что, по-моему, воюют какие-то абхазы. Да. Осетины воюют, но на нашем направлении что-то про них вообще не слышала. И про другие я не знаю. Угу. Да, вот еще раз задает вопрос, вот только что буквально она ответила, точнее, на этот вопрос. Так, еще один вопрос от Алмаса Цужба, наверное, последний от него конкретно. Как решить вопрос большего часть населения Крыма и Донбасса, видимо, большей части населения Крыма и Донбасса имеется в виду, можно ответить на вопрос прямо, а не вертеться, как уж на сковородке. Да, как решить вопрос населения Крыма и Донбасса, спрашивает Алмаз опять. Я просто отвечу, как я думаю, хорошо? Вот когда мы возьмем обратно Крым, и когда мы вернем все территории, и это будет очень-очень скоро, ты об этом узнаешь, хорошо? Я думаю, вполне исчерпывающий ответ. Боржом Горгидзе задает вопрос, есть ли у Кетти в семье воевавшие в Абхазии и в Цхинвале? То есть было ли кем вдохновляться? Да, в Цхинвале воевал, очень-очень такой мой родной человек. Я просто не буду сейчас говорить, кто, потому что все поймут. Угу. Да. Так, замечательно. Так, у нас вопросы потихонечку заканчиваются. Я сейчас проверю, есть ли, соответственно, вопросы у нас в Телеграме. Но я так понимаю, что все-таки, так как мы призывали задавать вопросы на Ютубе, да, в Телеграме вопросов нет. В целом, я думаю, мы исчерпали весь перечень тем, самых от наименее интересных до наиболее интересных. Вот, я от себя должен сказать, Кетти, большое спасибо, что ты пришла к нам. Мы на самом деле безумно вдохновлены тобой и очень тобой гордимся, и всеми грузинскими легионерами, всеми бойцами, которые сражаются за Украину и за Грузию. То, что вы делаете, это невероятное абсолютно явление. Вы рискуете своей жизнью каждый день, и вы являетесь, повторюсь, достойнейшими представителями наших народов. И я искренне желаю тебе вернуться домой с победой. В общем-то, ты отчасти и так дома, ты в Украине находишься, это, можно сказать, я уверен, уже как твой второй дом теперь уже, наверное. Да. Вот. И в любом случае мы желаем победы Украине и ее союзникам, и желаем тебе вернуться целой, невредимой, и всех призываем уважать и ценить таких людей,
Спасибо большое, что пригласили, спасибо большое, что уделили время, и держитесь, все будет хорошо, мы скоро победим, и вот эту победу, как и Грузия, как и Украина, и как и весь мир будут отмечать вместе. Да, слава Украине! Героям слава!